2006 году компания Kawasaki решила выделиться среди мотопроизводителей, выпустив самую большую модель круизера VN2000 Vulcan. Мотоцикл получил отличное сочетание стиля и мощности. В глаза сразу же бросается большая фара с тремя дополнительными проекционными лампами, которая имеет хромированный корпус, как и большой спидометр, установленный на растянутом 21-литровом топливном баке. С 2006 года она заменяется на классическую. V-образная панель дает всю необходимую информацию райдеру с помощью небольшого ЖК-дисплея и сигнальных ламп. Ковшеобразное седло с мягким пассажирским сиденьем дополняет длинный изогнутый силуэт Vulcan 2000, обеспечивая комфорт езды в течение всего дня. Но главной изюминкой этого гиганта, конечно же, является его огромное сердце. Это двухцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 2053 кубических сантиметра, который выдает не рекордные в классе 103 лошадиные силы максимальной мощности. А вот по крутящему моменту, полностью доступному уже на 3200 оборотов в минуту, VN2000 Vulcan абсолютный чемпион. Момент составляет сумасшедшие 177 ньютон-метров. А для обеспечения резкого отклика дроссельной заслонки на любых оборотах, электронный блок управления двигателем Vulcan 2000 управляет впрыском топлива с помощью двойных 46 мм дроссельных заслонок. Они помогают получить мотоциклу плавный линейный диапазон мощности, в то время как высокопроизводительные форсунки способствуют как увеличению мощности, так и оптимальной экономии топлива. Плюс к этому и для еще лучшего повышения эффективности сгорания топлива были установлены иридиевые свечи зажигания, которые имеют длительный срок службы. Несмотря на снаряженную массу в 371 кг, которая не ощущается благодаря чумовому крутящему моменту, Kawasaki VN2000 Vulcan разгоняется от 0 до сотни за 4 секунды. Максимальная скорость составляет 220 км в час. Удивительно, но при таком объеме средний заявленный расход топлива этого гиганта составляет всего 6 литров на 100 км. Подвеска мотоцикла состоит из передней 49 мм телескопической вилки, ход которой 150 мм, а сзади вместо двух амортизаторов, как на большинстве классических круизеров, установлен моноамортизатор с ходом 100 мм. За торможение под стать мотоциклу отвечает мощная тормозная система, состоящая из двух 300 мм дисков с четырехпоршневыми суппортами спереди и одного громадного 320 мм диска с двухпоршневым суппортом сзади. Удивительно, но при таком большом рабочем объеме двигатель Kawasaki VN2000 Vulcan практически не отличается внешне от мотора Kawasaki VN1600 Vulcan. Разница в размерах буквально пару миллиметров. Это стало возможным благодаря правосторонним толкателям, которые приводят в действие 4 клапана на цилиндр и помогают уменьшить высоту двигателя, обеспечивая при этом низкий центр тяжести и относительно низкую высоту сидения, которая составляет 680 мм. Гидрокомпенсаторы автоматически поддерживают нужный зазор клапана и обеспечивают более плавную тихую работу. Также мотоцикл может похвастать коваными поршнями, шатунами из легированной стали и огромным 220 мм маховиком, расположенным внутри цельного картера.
У мотоцикла есть очень интересная особенность. Первичная приводная цепь передает крутящий момент от большого V-образного двигателя к пятиступенчатой коробке передач, в которой находится многодисковое мокрое сцепление. А вот дальше, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами передовой электроники Vulcan 2000, датчик положения шестерни в трансмиссии посылает сигналы в электронный блок управления, еще больше увеличивая объем впрыска топлива и таким образом улучшая производительность. Конечная передача мощности на заднее колесо осуществляется тихим ременным приводом. Свой путь на конвейере, практически не меняясь, Kawasaki VN 2000 Vulcan закончил в 2010 году, после чего был снят с производства.